Друзья, всем привет! Сегодня у нас спецвыпуск, такой вообще новый формат, который будет у нас теперь периодически на канале, если вы нас, конечно, поддержите лайками и комментариями. У нас садовые приключения, садовый тур. И мы сегодня приехали в Адыгею. Мы приехали в прекрасный сад, который находится в поселке Тульском, сад Елены. Лена моя подписчица. Помните, я вам показывала, сколько растений, которые мне присылала Лена? Это вообще было так классно, вы поддерживали меня эмоциями. Вот она, наша Леночка, к которой мы наконец-таки вот приехали. Лена говорила, что к ней приехать вот самое красивое вот начало вот весны, середина мая, да, Лен? Да, самый то. Вот Лена, она, конечно, не просто садовник, она тоже коллекционер, и у нее невероятно красивый сад, и сейчас мы вам покажем, как на небольшом вообще участке можно вот такие райские сады возделывать. Леночка, сколько лет вашему саду? С чего вообще начиналось? Ну, лет 8 саду. Начиналось с постройки дома. Дом строился, сад сажался. Это не терпелось, конечно, все понатыкать. Ну и постепенно. Что-то убиралось, что-то сажалось. Ой, и до сих пор сажается, потому что места мало, 1,5 сотки всего-навсего. Ну, это не останавливает никак. Лен, что не помещается в саду, растет в горшках, в контейнерах. То есть... Лен, вот у меня, знаете, вот столько людей всегда задают вопрос, вот всегда ли вы хотели сад вообще сажать? Вот... Нет. Нет, ну любовь вот это вот к растениям, то есть вот она... К растениям, конечно же. К растениям, да. Сначала я жила в квартире, вся квартира была в комнатных растениях, конечно же, но очень хотела иметь собственный дом.
И потихоньку мечта сбылась. Я построила дом и бегом сад. От комнатных я сразу избавилась и все пошла сажать. Конечно же, сад создавался. Сначала, как у всех, был огород, естественно. Была картошка, все грядки, помидоры, огурцы, капусты. Все это выращивалось. А постепенно, естественно, по мере появления растений, цветов, все это засаживалось цветами. Картошки сейчас ни одного куста. Помидоры растут среди цветов. Ну и все остальное. Также чеснок, петрушка. Все среди цветов. Все выдвигалось, как я, Лена, вас понимаю. Я вот сейчас, не могу просто не вот сакцентировать внимание. Вот бересклета, это бересклет Форчина, Эмеральд Гаеты. Друзья, просто вы должны понимать, мы часто его покупаем, сажаем. 20-сантиметровый шарик, кустик, в лучшем случае веточка. Вы понимаете, вот, Лен, сколько лет бересклету? Ну, лет, наверное, 5. Вот лет 5 бересклету, высота вот... 3 метра, Да, наверное, 3 метра, больше. наверное. Вот, то есть вот такой вот... Ну, он сначала, естественно, сидел кустиком. Потом он сам что-то залез на опору и пошел. Я его и пустил. Ну, хочешь, ну Очень иди. красиво. Его главное немножечко поддержать, укрепить, и он сам пополз. Вообще невероятно красиво, Лен. Ну, показывайте нам, рассказывайте, потому что настолько красивый сад. Вот мы подошли к топиарной форме, Лен. Ой, это снеговик, это мой снеговик, ему уже 10 лет. Это самое первое мое растение. Самшит, стригу его в форме снеговика. 2 шарика вот есть, 3-й будет. Зимой это настоящий снеговик, конечно. Когда это все присыпано снегом, это шикарно смотрится. Смотрю, дёрины, да, Лен? 2 дёрина. Ну, мне так понравилось, конечно. Красиво. Зонтиком стриженный. С одной стороны желтый, с другой стороны белый. Лен, вот Сочетание. сама вы придумываете, вот сама Ну, делаете. ясное дело. Вот, А кто ж? знаете, это вот настолько классно, это вот сад с душой. Вот Все оно рождается по ходу. Что-то как-то получается само, не знаю. когда вот... Где-то что-то подсмотрел, где-то что-то... Сад ландшафтного Придумал. дизайнера, он красивый, он правильный. Но мы вот Нет. вам показываем вот живые сады, вот, которые мы создаем с вами сами. И вот, конечно, когда приходишь в такой сад и начинаешь вот смотреть, любоваться, просто вообще, конечно, такой экстаз получаешь, такое удовольствие огромнейшее, это невероятно. Каждый год все пересаживается, копается, выкапывается, пересаживается. Место ищешь растению, потому что по мере поступления растения куда-то надо его приткнуть. Приткнул, а потом находится место для него. Сразу ничего не получается. У меня А тоже потом бывает. идей в голове куча. И хотелок тоже куча. Но сразу вдохновить это не получается. А бывает, купишь растение, приходится переформировать пол клумбы, да, я не знаю, да. полсада перенести с места на место, чтобы заново. Но от этого, наверное, и получаешь удовольствие. Ой, колоссальное удовольствие. Купил, получил удовольствие, посадил, повисел на лопате полдня, пока нашел Лен, место ему. Ну, не могу. Это, конечно, великолепные вот сочетания, великолепная вообще картина. Магнолия, да, Лен, этого Магнолия. года, да? Это новая посадка. Это когда я увидела в садовом центре желтые цветы, я просто офигела, скажем так. Я не видела до этого магнолию, чтобы желтые цветы. Она была, конечно, без листьев, просто цветы. Ну, купила это да. ее из-за цветов, естественно. Но когда она начала открывать такие шикарные листья, это что-то с чем-то. Это что там за сорт? Хоны что-то? Медовый тюльпан. Да. Хоны тюлип. Тюлип. Невероятно. И вот посмотрите, да, сочетание. То есть магнолия у нас будет выполнять роль, я так поняла, щита. Прикрытие да. для клена, потому что август месяц, Отхожу, он горит. показываю. Вот какой великолепный. Вы у меня видите часто вот в саду, кто смотрит канал, у меня растет малыш, который я вот на Новый год посадила. Это клен гарнет японский. Лен, ну рассказывайте. Я знаю, что вы его вырастили. Он был маленький, купленный буквально 20, может, сантиметров где-то высота. Покупала у нас на местном рынке. Очень мне хотелось, конечно, такую красоту. И вот ему лет 8, наверное. Какой Прошлой шикарный. зимой он расчихнулся. Зима была снежная, не выдержал он нагрузку снега. Вот он перебинтованный, бедненький, но ничего, живой. Лен, ну он быстро восстанавливает Он себя. я так быстро понимаю. восстанавливает, он обрастает, он молодец, конечно, ведет себя отлично.
Друзья, но я не могу вам не сказать и не показать. Я просто вижу уже, что в саду у Лены, у нее огромное количество невероятно красивых теневых растений. Это медуницы, это папоротники. И я смотрю, что просто у меня глаза разбегаются, столько сортов хост. Лена, рассказывайте. Это ж вообще... Хост много, где-то порядка 150 сортов, может даже больше, не считала. Но думаю, 150 наберу. Это вот увлечение. Самое большее, что у меня в саду, это хост. Сад, конечно, коллекционный. Растений много, сортов, видов, окрасок, цветов и всего остального, но хост – это моя слабость. Все, что где я вижу, все покупается, все приносится в сад. Начиналось все с просто непонятно каких, которые мы не знали ни сорта, ни как они называются. А сейчас мода пошла, конечно, знать да. как их зовут. И поэтому все сортовое, все мы знаем. Там еще потом покажем, видела у вас в горшке вообще с огромными листьями. Сан Саныч, что шикарный. Вообще. Покажи хосты. Красивые, невероятно красивые, все оттенки. Название сейчас не спрашивай. Да, название мы не будем вам сейчас озвучивать, мы просто показываем. Если вдруг кому-то прям, интересно какую-то хосту спросить, комментарий, Леночка ответит вам, обязательно мы ответим, подскажем. Невероятные вообще вот просто сорта. Огромнейшие листья. Ну, учесть то, что они только открываются, май месяц, после холодной зимы, они только-только показывают себя. Все это будет в 2-3 раза больше, крупней, красивей. Лен, Трициртис орхидея. Вот у Кати она маленькая совсем, у меня огромный куст. Когда она расцветет, будет, конечно, очень красиво. Я вот просто... Посмотрев у Лены, я понимаю, что я пересажу Габариты. свою, да, потому что она у меня, наверное, перерастет мой клен широсаванум. Не знаю, конечно, не ожидала таких размеров, но тоже какая красота. Лен, а вот, это просто, наверное, вообще достопримечательность тоже сада. Это визитная карточка моего дома. Весь дом увит девичьим виноградом. Виноград Вичи. И мимо никто не проходит. Кто-то просто обрывает, кто-то просит черенок. Ну, это красиво. Он прививка, я знаю, размножается. Нет, он очень легко размножается. Да? Буквально веточку прикладываешь, да, она укореняется прям легко довольно-таки. Это красиво. Самое главное, это спасает от жары летом. Это вообще прохладно. Стена не нагревается. Это гортензия. Метельчатая. Друзья, смотрите, какой размер. 18 гортензий у меня метельчатых разных сортов. Уже какой куст, прямо он уже высокий. Этот большой, да, этому 5 лет кусту. Угу. Друзья, часто вы у меня, спрашиваете, расскажите, Катя, про китайский финик, про унаби. Вот посмотрите, у Лены в саду, это уже большое дерево. Да, и 2 сорта, 2 дерева у меня в саду. Все плодоносят, все очень вкусные, кушаем мы, крупные. Консервировать не консервируем. Лен, черемуха Шуберт, да? Черемуха Шуберта начала окрашиваться. Вижу, да. У меня тоже в саду. Цвела у вас? Нет, еще не цвела. Молодая. Она молодая, 2-й год только посадка. Да. Не цвела. Друзья, вот посмотрите. Садовый декор. Да, Лена делает. Какая красота. У кого напасть с улитками, чтобы советую. Знали улитки на будущее, что нельзя в этот сад не Нет, вы знаете, это в первую очередь палочками намечается какое-то растение. Посадил, чтобы не забыть, что посадил, намечается. Ну, сверху раз улиточку. И как красиво и смотрится. Не просто палка. Да. И вроде как чем-то привлекает. Очень красиво. Садовый декор. В каком-то журнале подсмотрела. Но сейчас вернемся к нашим хостам. Вот здесь увидела очень интересный необычный сорт хосты, который называется, если перевести на русский, молящиеся ручки. Вот, друзья, посмотрите, как она выглядит. Довольно такая удивительная, какая-то немножечко закрученная, интересная хоста. Дальше мы сейчас вам покажем вот эту коллекцию. Вон малыши. Лен. Это бордюрка. Это буквально 10 сантиметров высотой. Сажается бордюрчиком таким. Очень быстро нарастает. Шикарно просто, конечно. Красивая, вот еще не полностью раскрылась. Они только начинают. Да. Некоторые уже развернулись, некоторые только начинают. А вот это какая красавица. Это карнавал. Ой, это вообще шикарная, большая такая хоста, нарядная, красивая. Лена, а вот рядом какая яркая. Это голубой. Это First Frost. Ой, какая красавица. Рядом голубая, это Blue Angel, голубой ангел. Шикарно. А вот, кстати,
Гехера фисташка. Которую Лена мне прислала. Вот она невероятная. такая шикарная. Я конечно. перенесу свою, света ей не хватает. Хочу, чтобы тоже набрала такой На цвет. солнце она подгорает. Ну, цвет, В тени конечно. она смотрится выигрышней, конечно. Лен, а вот какая интересная. Это Golden Tiara. Это средняя хоста, быстро нарастающая. Очень красиво. Очень красивая. Это хрен. Это хрен, который Лена, видно сразу хозяйка. Да. Хрен растет у Среди нее, все как растений. положено. Еще одна вот хоста, немножечко под кустом смородины, под гортензией. Очень интересная хоста, расцветка обалденная просто. Вижу, Похоже на красивый арбузик. лист. Да, действительно похоже. Какая красавица, настолько яркое, да, сочетание Да, вот да. такое. Лен, ну показывайте, где у вас еще, я знаю, что Здесь хост молоденькие, много. посадка этого года, прошлого года. Все это выписывалось по каталогам, собиралось от коллекционеров. Разные. Может, отсюда Да, вот тут, снять их. конечно, действительно просто вообще коллекция, сразу видно. Сколько сортов, сколько расцветок, сколько форм листьев. Обалденно. Я думаю, Лена, сейчас те, кто выращивает хосты, вот просто, наверное, на одном дыхании смотрят. Невероятно. Посажены очень близко, потому что они маленькие, молоденькие. Пока это временно. Потом каждая хоста найдет свое место в саду, чтобы ее Это было такой видно. хостарий пока вот. Да, это пока детский сад, скажем так. Да. Малышковая зона красивых хост. Есть очень интересные. Сейчас мода на хосты с красными ножками. Вот, с красными ножками. Вот та очень красивая хоста. Очень, да, элегантно смотрится. Хоста очень маленькая, буквально 15 сантиметров, мышиные ушки. Смешная мышь, если быть точнее, сорт называется. Рядом Невероятно. Аукуба. Золотолистная вот аукуба, у Лены другой сорт, я вижу уже по листу. Но скорее это, Катя, Аурея, благодаря наверное. вашему каналу увидела у вас большой куст и купила себе. Ну, Какая... это невероятное растение, вообще настолько красивое. Да. Вот ясенелистный клен, фламинго. Красавец. Очень красивый клен. Я видела большие, ну просто облако какое-то. Лена, вообще, конечно, невероятный сад. И сейчас о светлых формах я вижу у вас японский клен с розовой варигатностью. Какой красивый. Как его выращивали? С черенка. Совершенно случайно. Я аж Попался не выдержала. черенок. С черенка аж не верится, потому что черенка. вот уже, видите, какое большое растение. Лен, Ему сколько? лет 5, наверное. Ну, Этому сразу попался в руки черенок, ну, несколько черенков, и вот один укоренился, просто эксперимент был. Конечно, японский клен из черенков не черенкуется, не укореняется, но попробовать стоит. Вот мне повезло. Один из черенков укоренился, и вырос вот такой вот кленчик. шикарный. Да, очень под ним вот красивый. вырос люпин и зацвел, и получается, что цветет Вот. клен. Клен цветет люпином. Да, клен цветет люпином. А сзади Кати невероятный бульдонеш. Да, смотрите, какая красота. Дождь, шапки тяжелые, все это опустилось. Огромные, конечно, шары. Но у нас весна на юге, Весна да, мокрая, дождливая. дождливая. Очень Под дождливая. бульдонежем пузыреплодник. Малыш, это вот, Малыш, наверное, карлик. дьявола. Ой, Нет, нет. Red Devil, по-моему. Нет, это Little Joker. Это Little Это Little Joker. Он маленький, он метр, но он усыпанный. Вот Сейчас, они, как он цветочки. расцветет, это будет что-то феерическое. Какой красавчик. Я посадила в прошлом году, Да, тоже да. купила на рынке, без сорта, малюсенький такой. Вот он тоже подает надежду, очень похож. Надеюсь. Лена, я вижу у вас хвойные. Хвойные то начинаются у меня, то заканчиваются. Сначала я их хочу, потом я не найду им места. Но вот этой сосне тоже, наверное, лет 6, это точно. Это обыкновенная сосна, просто она Ну, наверное, сформирована на крымская, вижу, штамм. длинная. Да, да, да.
И она все время, конечно, прищипывается. Только хотела сказать, Лена, вы ее Да, прищипываете. и поэтому вот такая шапочка. Лена, смотрю, петрушка. Да, да, Катя. Просто, вы посмотрите Среди вообще, цветов и чеснок, и петрушка, все как положено. вот глядя на вот этот А вот куда сочный деваться? куст, вот Куда этот деваться? размер, это вот так Салаты надо да. крышить. Все Я совмещаем. не могу, вот этот вот просто фон черный, я вам показываю в саду, у меня 2 кустика этой бузины, но у меня берег реки, и, видимо, влага подходит, и она немножечко стрессует, и никак она не может вот так стартануть хорошо. Лен, сколько Сейчас ей? она зацветет, ей года 3. Да. Ну, максимум, наверное, 4-е лето. Это бузина черная, Black Бузина, Lace, да. Да, бузина Невероятная черная, вот в шикарный этом куст. кусте, в массиве, конечно, просто. Вот ствол, смотрите, вот моя рука, вот такой вот ствол у нее уже, как у дерева. А под ней, смотри, японская спирейка. Спирея для контраста, Да. черная с желтым, конечно, смотрится шикарно. Очень достойно, очень выигрышно, невероятно. Вот тоже безумно люблю, честно, эти сочетания. Вот черное с желтым, красное с желтым. Вот кому-то рябит, а мне прям нравится. Лена, Наперстянка сеется сама, растет своей жизнью. Где хочет, какая там красивая. растет. Знаю, что наперстянка это вообще семейство подорожниковое, но она тоже, да, Лена, она как солнце, тень. Как Где она Везде, сама да? себе, да, как А вот хочет. сейчас вот мы тут под шикарным деревом. Ива вавилонская кучерявая. Да, это сорт Криспа, я ее хотела, несколько раз заказывала, мне не приходила посылка, кстати, с этой ивой. Вот у нас просто ива свердловская, а вот ива вавилонская, У неё вот смотрите, закрученный как листик. розочки, она смотрится просто розочками. Красивая, невероятно ива, но я знаю, что это самая теплолюбивая. Ну, у Лены вообще, вы понимаете, такое красивое место, это же Адыгея, горы вокруг, это так красиво, и здесь, конечно, будет Немножко теплее. теплее, Немножко да. теплее будет это 100%. И плюс она растет закрытая, тут Забор. да, забор, все. Ну, красавица, конечно, вот такая необычная. Лен, Пасконик вот. ой, огромный какой Да, куст. огромный куст, поднимется 3 метра, розового Будет цвета цвести шапка, шапки. да. Очень красиво. красиво. Ну и невозможно же вообще не налюбоваться и не показать вот варигатный девичий виноград. Какая прелесть, да? Жалко, что только листопадный, а так? Очень нарядный. Ну вот Очень. он по сравнению с зеленым намного себя культурнее ведет. Не Он не агрессирует, так да? агрессирует, и он меньше занимает площади. Лен, ну не Если ползет он так прям деток, не кидает вот на расстоянии? Нет, он наоборот. Он даже очень слабо цепляется. По сравнению с тем, он ветер дует, и он бедненький, он падает. Приходится его- присосочки очень слабые у него. Друзья, мы Всегда вам... спрашивают, портит ли он стену. Нет, не портит. Стену портит плющ, который своими вот этими корнями именно впивается в стену, в кирпич, там, в лог. Да, плющ разрушает. Виноград нет. Вот у него присосочки, вот такими присосочками он. Микро. Да, он Вообще. цепляется к стене не вредит абсолютно. Поэтому не бойтесь, сажайте. Вот у Наби. Второе дерево. Друзья, мы вам под дождем даже так попало, что мы приехали. То солнце, то дождь. У нас такая капризная весна, да, в этом году. Ну, Куда деваться? да, показываем, снимаем. Лена, я смотрю тоже, какая красивая гехера, какой размер. Да, мармеладка. Очень, а как интересно смотрится, с Смотрится. барвинком варигатным вообще, да? Вот А сочетание. вот смотрите, хохлатка. Да, у меня тоже ваша расцвела Да. хохлатка в этом Вот году. огромный куст, и она цветет с ранней весны и до снега, до морозов. Какая она умница. Лена, еще смотрю, какая у вас огромная коллекция аквилегий. Аквилегий много. Аквилегии сеются сами, где хотят. Конечно, переопыляются друг с другом. Получаются новые сорта. Кусты шикарные. Мне она нравится. Она Да. очень украшает сад. Вот такая вот у меня в саду, розовая, обычная. Вот такой сорт. Но у Лены много очень интересных. Да, Вот это такой шпорцевые нежный. аквилегии. У нее буквально вот, я не знаю, сантиметров 5-6, наверное, шпорцы вот эти. Вот они.
Такие шикарные. Очень красиво смотрится. Очень красивые. Там видела у вас черную махровую. Сейчас пройдем невероятную. к ней. Вот необычные сорта, расцветки. Это Кто-то вообще- колокольчиком, кто-то розочкой. Вот это Вообще самое вообще, вот шикарные. просто вот это меня просто поразило. Я люблю вот когда такой насыщенный плотный цвет, невероятный. Тут еще и форма. Лена Ну собрала очень красивое сочетание цветовое. Да, оно случайно получается. Иной раз даже не знаешь, что получится. А вышло так А оригинально. вышло, да, выходит. А вот какая Что-то необычная. сеется самой, получается что-то интересное, Какая пышная. необычное. Очень. Юбочка белая, верх синенький, Феерия просто цвета. а рядом растут луки. Шикарные. Друзья, вот просто. чтобы вы видели размер вот этих шаров. Они увеличатся Просто еще, еще- ну раза да, в 3. видно, вот, да, начало, да, да. Они начало. только начали открываться. Класс вообще, да? А рядом пионы. Катя, проходи. Пион Лен, шикарный. ну расскажите, я вот знаю, что любовь к пионам, Закончилась. Сначала было много всяких, но вот как и сегодня, пионы расцветают тогда, когда идет дождь. И из-за этого любовь к ним потихонечку увядает, потому что не успеваю ими полюбоваться. а вот тоже, конечно, ну я понимаю, вот потому что когда ценится уже каждый клочок земли в Да, саду, да, уже что-то, хочется, чтобы да, было побольше цветов, подольше они цвели, цвели. а пионы каждый раз попадают под дождь, Валят обмываются, их, обмывают, растрепываются да. ветром. Но все равно цвет невероятно Красивый. красивый, невероятно. Сейчас, конечно, ирисы у меня Да. начинают расцветать, целое поле ирисов, Очень красиво. разные ирисы, Невероятно ирисы, красивые. ирисы. У меня тоже сейчас просто феерия, взрыв вот этих ирисов. Но у нас тоже вот эти ветра. Ветра. Я не знаю, просто вот грустно. Дождь, ветер. Сегодня тоже прошлась Холодная по своему весна. саду. Валяются все мои ирисы. Уже букеты стоят в доме, потому что вырванные с корнем. Ну, красиво. Знаете, вот садоводы делятся на тех, кто любит ирисы, вот кто не любит. Я тоже обожаю. Нет, я Настолько люблю. красивые. Они все разные, такие красивые. Запах у них, особенно вечером или рано утром. Невероятно красиво. Вот они сейчас все как раскроются, буквально день-два, бы солнышко нам, и все это бы раскрылось, целая поляна. Каких Белый, тут только как вы мне нет. Да, присылали. да, белый лук. Расцвел, Красивый кстати. белый. Да. Ну вот. 2 шара. А вот будет, наверное, прям черный, да, Лена? Прям вот вижу Это по бутонам. будет темно-синий, черные еще не показались. Есть у меня полностью черные. Ой, красивые. Это Очень красивые. Лен, вот темно-синий. расскажите, вот отцветают ирисы, как вы дальше за ними ухаживаете? Обрезаю и все. Прям с листьями? Или Нет, чисто листья, цветонос? цветоносы обрезаются, они еще долго стоят. Ну, Да. дело в том, что после ирисов тут поднимаются другие растения. Как И пахнет. поэтому, да, ирисы как бы они, А сказать я у так, вас чтобы они- рассмотрела, кстати, сейчас вот здесь в ирисах свой любимый сорт кипарисовика. Вот. Это, Я же говорю, среди ирисов тут много чего поднимется потом. да, любовь к краснолистным деревьям, я смотрю, она вот не только у меня, у вас тоже очень. Нет, ну цвет должен быть в саду. Да. Сад не должен быть просто зеленым, поэтому желтое, пурпурное, красное, все это надо сажать. Яблоня. Цвет должен, да, яблоня Недведского. Она очень красиво цвела. Сейчас завязала вот очень много яблочек маленьких, Как ранетка будет. как ранетка. Кто-то варит с них варенье. Ой, я ничего не делаю. Птички, Птицы. да, клюют. Очень красивый цвет такой. Цвет, конечно, листьев, особенно сейчас молодая листва, вот на приросте, еще не видевшая нашего южного солнышка Ничего не июльского. горит, да, все насыщенное, приросты вообще шикарные. А после дождя, бордовые. да, какой цвет еще капли воды. А вот они яблочки. Вот Яблочек они, очень яблочки, много. да, красивые. Это тоже прям такое декоративное украшение. Лен, ну я не могу не обратить внимание, что вот рядом еще 2 магнолии. Магнолия звездчатая, да. В этом году она, конечно, чуть-чуть пострадала от мороза, цветов было мало. Март У был нас холодный, как холодный. раз когда были бутоны на ней, ну чуть-чуть подмерзла, Жестоко. осыпалась, да. Лена, Ну и а вот- цвела. Ой, А вот эта цвела очень обильно, хорошо, на на штамбе. штамбе. Да, такой уже шарик сформировался.
Это что за сорт, Лен? Как цветет, каким цветом? Ну, говорят, тюльпановое дерево. Как у нас принято, да, суланжи, видимо. Ну, у меня крупнее Сорта лист, прям это, наверное, конкретно не какая-то, да, знаю. их много сортов суланжи. Ну, розовая, красивая, видно, что Сиреневый красивый, цвет да, у такой неё. штамп. Интересно, когда-нибудь, может, попадем на цветение, Лена, ваших магнолий. Вот, кстати, магнолия еще одна, Black Tulip. Значит, надо Black Tulip точно. Точно, ну, тюльп уже Да, есть, да, это да, только да, не да, Black. Значит, вот еще одна магнолия. Магнолия Дженни. Да. Очень красивый тоже у нее цветок, темный, прям шикарный. Чем-то напоминает вот как раз рядом цветок пиона, и у этой магнолии тоже такой формы цветок, только прям практически черного цвета. Очень красивая. Очень красивый. Я видела, у нее немножко открывается, Да, да? Вот, да. я знаю, Black Tulip, он как-то вот так и держится. Хотела Black Tulip, но не было. Да. И ну, вот вместо нее Лена, купила как Дженни. говорят, сад – это процесс. Вот мне так эта фраза нравится, она у меня теперь просто, знаете, как девиз. Сад – это процесс. Это точно. Хотели, это значит, точно. будет все равно. А когда Когда-нибудь. что-то так хочешь, всегда место найдется. Что-то выкопается, Да. посадится, что-то посадится. Оно ж У Лены, смотрю, вот тоже очень много вербеник маничаты. Да, вот этот растений очень почвопокровный. много. Вот, кстати, под магнолией Тоже, очитки, да. очитки красивые. Хорошо мульчируют на фоне одуванчика. Очень красиво. А я вот этот вербейник подсадила под клен гарнет себе, чтобы он мне Шикарное сделал вот этот сочетание. желтый ковер под этим ярким листом. Будет играть, конечно, будет очень... А вот смотрите, как интересно. Вот что значит сад с любовью? Вот они. Скорлупки от грецких орехов. Бережно Это расколотые. чтобы не наступить на юку. Да. Видите, открывается Какая юка интересная, варигатная. Да. Это чтобы ее немножко было видно. Красиво. И смотрится красиво и оригинально. Оригинально. Да, очень оригинально. Лена, а вот это, ну не могу. Вот первый раз вижу такого малыша. Это тысячелистник, карликовый. Сорт, Бордюрный конечно, как сорт. правильно, я не знаю. Ну, вот такой он, буквально 10-15 сантиметров. Невероятно. Вспоминаю Тысячелистник. свой вот этот таволговый, когда вот такие вот Нет. уже бутоны, кстати, Это стоят. маленький, миниатюрненький. Любят Очень его красиво. сажать на горке. Не подмокает? Нет. Нормально. Ну, у меня нет. У меня сухо, у меня вообще песок. Лена, ну будем про вот этот климат. Ну это невероятный просто клематис. Какой он шикарный, Шикарный. друзья. Посмотрите. Я Очень даже не могу, я вам красивый. покажу сейчас на контрасте вот с рукой размер цветка этого клематиса. Самое главное, что он низкий. Он буквально метр 20 высота у него. Очень обильно цветет всегда. И цветет несколько раз за сезон. Да, мне очень он нравится. Я не люблю клематисы, которые вот 3-4 метра. Я всегда говорю, цветы на небе, надо поднимать голову, чтобы рассмотреть. А этот на уровне глаз. Цвет, вот Шикарный. я не знаю, передадим, Синева. он синева, прям, да, он такой настолько синий. Очень обильно цветет всегда. И цветет он, ну, я не знаю, наверное, до осени, до сентября это точно. Вы его как-то подстригаете, Нет, стимулируете, или нет. он просто выгоняет? Он сам по себе вот. Обалденно. У него как своя жизнь. Лена, а вот у вас как интересно тут сделано, прямо как арт-объект, там такие шары. Здесь были сначала в горшках петунии. Петунии на солнце горят, естественно. Ну, а потом, это зимой пришла идея, меняли светильники, воткнула, понравилось. Подошел идеально. Подошел, да. И смотрится прямо красиво. В дальнейшем Фонарный надо стол. лампочки туда Фонарный вкрутить. стол. Да. Ой, как оригинально. Вот когда любишь это дело, да, Лен, любишь сад, любишь, оно все произвольно, как нехотя, раз и получилось. очень красиво. Лена, я вижу у вас лагерстремии. Лагистремии. 5 Индийская сортов сирень. лагистремии. Это конкретно это белая. Зимует прекрасно. 3 года ей уже. Цветет шикарно. Есть еще малышки вот сиреневым цветом. Это в прошлом году покупка. Есть еще лагистремия, за которой сейчас все охотятся, гоняются. Черная. Называется с черным листом. Да. У меня их 2. Малышка, вижу. Вот они только отходят после зимы. Черный лист. Лен, укрывали на зиму? Нет, не укрывала. Вообще никак? Нет, все прекрасно зимуют. Единственно, куплены были маленькими черенками, поэтому они от земли отрастают. Лист черный, одна с красным цветком, а другая с белым. Очень красиво. А здесь просто невероятно. Вот здесь, Здесь у меня суккулентный садик.
просто вообще настолько это все красиво смотрится. Это когда уже вот хочется земличка. И вот место. идеально можно придумывать вот эти Места вот... не хватает для таких растений. Хочется их видеть, а среди всего остального они, конечно, потеряются. Поэтому приходится Лена, их а держать. вот это вот чудо природы, как будто Это мы где-то в пахиподиум. Мексике. Это пахиподиум, это комнатное растение. Выношу его налито, конечно, на улицу. Классно. Этому растению уже 21 год. Мне его подарили, когда родилась моя дочь. И вот Это вот память. просто вообще невероятно. Вот видно, что вот душа горит. Вот сад, растения. Лена, ну вижу, Ёжики. что без петуний все равно не обошлось. Был день рождения, был юбилей. Надарили петуний. Лена, а вот вижу 2 горшка с вигелой. Это новая покупка, буквально вчера купленные. Вигела, белый цветочек, зеленый листик, красиво. сорт не знаю, купила на рынке. Смотрится очень элегантно. Есть точно такой сорт, но с темным листом. Ой, это в какая прошлом году красавица. темный лист. Вот сейчас лист набирает цвет. Цветет В прошлом году белым. только появилась она у нас на рынке, да, даже не на рынке, а в питомнике я ее брала. Какая красавица. Вот, ее, конечно, есть. Леночка, название. вижу, у вас нутканца, да? Да, Катя, глядя на вас, на вашего товарища нутканца, конечно, я загорелась, приобрела себе. Места ему пока еще не нашла, но он ждет своего часа. А вот здесь у Лены вот просто Здесь вообще, продолжение коллекции. да, вот с одной стороны. Это все, со что не второй помещается в сад, все пока растет в контейнерах, в в горшках, горшочках. ждет своего часа. Но я не могу вам не показать, просто это настолько удивительное растение. Я вот его тоже очень давно ищу. Подофил. Подофил, да. Это новое приобретение. Вот такой красивый лист, невероятный. Лена, где вы его? Я его взяла на выставке в Краснодаре. Выставки проходят каждый месяц. Так что Просто вот редкое супер, растение. очень. Ну, имея коллекцию хост, Как же, конечно, да, как же без подофила. У него очень красивый лист. Как притеняете, да, Лен, вот этот Да, теневая. пока не сторона. раскрылась глициния, притеняю. Да, Но чтобы больше не от солнца, боюсь града. Да, это страшно. Потому что хосты побьют. хосты, красивые листья. А вот блонди, бересклет, форчуна блонди, которую тоже я вам в своем саду показывала, которую я на ленкоранскую акацию пустила. Лена, а у Лены еще питомцы. Маленький зоопарк. Да, боже. Маленький зоопарк. Какая прелесть, расскажите. Это курочки, китайская шелковая. Ой, какая Беленькая, красота. черненькая и серенькая. Они живут вместе с фазаном и морской свинкой. О, там еще свинка. Да. Сначала жил фазан, потом к нему добавилась морская свинка, а в этом году к ним пришли жить 3 курочки. Вон она выглядывает, я вижу, ее такая персиковая. Она зимой тут. Она зимой, 5 лет они уже живут вместе. Все замечательно, какая прелесть. все дружат. Но если есть в саду красивые растения, почему не должно быть красивых животных? Животных, точно. Да, обычного ничего не должно быть. Лена, Это бесподобно неинтересно. красивый сад. Вот смотрю, какой, конечно, ствол у глицинии, съела опору уже. 4 Да? года ей всего-навсего. Боже, какая, Глициния конечно, очень мощная, так что рассчитывайте, что именно вот эта сиреневая глициния, в этом году Вот она она. нещадно пилилась, вырезалась, потому что она под своим весом прогибает даже вот беседку. Даже железо Даже гнет. железо гнет, это очень тяжесть, конечно, Лена, вот большая. белая, да, вот это Белая, да, ей тоже 4 года белая, но она культурней себя намного ведет, если для сравнения, да, она занимает всего 2 метра тут каких-то вот, Да. она не разрастается, у нее намного Цветет меньше, позже, да, получается? Да, ствол вот как-то она, говорю, она С покультурнее лиством. себя. С листом, да, цветет? Это она раскрылась А, уже уже просто, раскрылась. да. Она отцвела, отцветает вот.
Лен, тут тоже клематис, да? О, это романтика. Клематис романтика. Прям черный-причерный. Ух ты, Вот он какой. расцветет, это фонтан, конечно. Это Бутонок шикарно. сколько. Это очень красиво. А вот просто вообще, посмотрите, друзья, на этот лист. Это Посмотрите. еще маленький. Это начало. Это начало. Через месяц, через 2 месяца это будет метр высота, метр, Боже. даже, она сейчас метр, наверное, уже в ширину, а это будет еще больше. Это Какая гигантская шикарная хоста, вообще. шикарная. Растет 3-й год в контейнере, прекрасно зимует, прекрасно себя чувствует. А почему в контейнере? Потому что Большая. пока ей места не нашлось в саду. Ну Для и, неё честно говоря, здесь-то ее вот как прям видно сразу, а в саду можно ее как Потерять, бы, да, потерять. среди Красавица. такового множества. Лен, ну вот не могу не Это тоже обратить новое внимание. приобретение, ждет своего часа. Какой красавчик. Да, это клен. Это Тоже клен. Что клен это у нас за японский. клен? Это у нас пальматум орнатум. Красивый какой, невероятный. Но я вижу разрезанный листик какой-то десектум, видно. из Плющ этих. вот над ним, Катя. Да. Посылка с горшочки. плющами Да. должна которая- была дойти. Ну, у меня почти все плющи, которые вы мне присылали, Лена, живы, все хорошо с ними. Лен, вот я даже первоначально Лиственница. подумала, что кедр, а Нет. это у Лены лиственница. Лиственница. И вот прекрасно, давно растет? Куплена буквально недели 2 назад, наверное, тоже ждет своего места в саду. У меня сгорела лиственница. Да. Ну, Поэтому пока не я, знаю. да, мне они так нравятся, но я кедрами Очень заменяю. мягкая, очень Похоже. прям А вот воздушная. вижу у Лены, что, Лен, цистена? Да, Слива. да, слива. Красотка. Очень яркий лист. Прям Невероятный. шикарный. И у нее он такой какой-то воздушный, такой ажурный, такие тоненькие вот эти все черешки, переход, вот она такая вся интересная. Вот, кстати, лагистремия с черным Чёрным листом, да. Да, Это вот красотка. новый черенок. Мгм. И Красиво. красный цветок у нее будет. Да, вот здесь. А вот, Лен, мушмула, смотрю, у вас Мушмула. японская. Да, мушмула. Зимовала или вот Нет, весенняя? только купила. Ну да, Только тоже это вот так. все Калина, смотри, калина морщинолистная, да, это все новые растения, приобретенные буквально в течение месяца. Ну, красота, я вас, Лен, так понимаю. Места нет, все ждут своего часа. Ну, такой получается сад Да, контейнерный да. сад. В принципе, при желании, друзья, невозможного ничего Все нет. растет на асфальте. Да. С любовью, с уходом. Еще один клен, если не листный, смотрю. Можно Леночки, даже на асфальте красавец. организовать огород. Вот, У да. кого нет места, вот пример. Но очень хочется. Но очень хочется. Можно вот так вот и вырастить. Здесь смотрела, конечно, еще вот мне так нравится вот эта вигела. У меня похожий сорт, но мне кажется, что у вас более темный цветок. Вот. Очень красиво. Да, у меня даже он как более светлее, наверное, краснее, а у вас Она прям вот сейчас контрастный. раскроется, будет фонтан. Я ее в этом году не обрезала, вернее, в прошлом году. И вот она получилась таким каскадом. Да. Вот я вижу тоже по вигеле, вот что разница, наверное, почти в неделю у нас с вами климатическая, потому что у меня только Холодно, вообще вот холодно бутончики. сейчас. Немножко бы света, солнышко, она бы раскрылась. Друзья, смотрите, какое получилось невероятное сочетание. Вот красавчик молочай черный, сорт не знаю тоже, знаю. я не знаю, я Очень вот себе давно купила. Даже уже не помню, где я его Да, и кто брала. знает, пишите нам, прям вот потерялся у нас сорт. Вот как он красиво смотрится, да, вот смотрите, вообще отсюда начинается картинка на сад, вот когда входишь, сразу видно. Желтолистная спирея японская. И, друзья мои, Сныть. вот всегда миллионы у меня комментарий. По Вот поводу каждый сныти. практически мне, да, по поводу сныти написал, уберите сныть. Убираем. Я частично ее Убираем. тоже убираю, чтобы она не лезла. Я ее держу вот тоже в одном вот таком территориальном. Но все равно да. лезет. Это вот, понимаете, для тех садоводов, которые вот мы... Ну, возимся. Вот у меня выполз, да, я через неделю терпела, потом раз, взяла себя в руки, убрала, все. Ну, как она красиво смотрится. Смотрится красиво. Зеленчук. Зеленчук красавец, вот полностью, и под ступеньками, везде. Ну, Ну, ему там классно ж хорошо. смотрится, как красиво. Ну, Лен, и я, ну, не могу не...
показать, вот какие красивые растения, какие красивые плющи мне Леночка приобретала. Вот это просто бомба, потому что таких я давно их искала. Вот Лена мне нашла, какая она молодец. Вот такая красота, вот такие невероятные сорта плющей. По поводу плющей мне тоже часто пишут комментарии: уберите плющи, Нет, уберите. нет, Нет, это невероятно. Это красиво. Вот этот плющ у меня пойдет почвопокровником, он пойдет у меня в зону караукарии чилийской. Это будет так красиво. Вот он ее будет оттенять, вот этот лист. Он Очень там красивый лист. Да, мой камышовый забор из камышовых. Зубчатый, призубчатый, Да. прям шикарный. И расцветка у него такая. А вот Офиопагон. Офиопагон. Катя хотела офиопагон. Очень хотела. У меня там есть вообще проект в голове, задумка. Вот потихонечку буду собирать эти офиопагоны. Хочу сделать себе бордюр очень красивый. Вот такие красавчики, просто невероятные. Так, сейчас мы их назад вставим. Да пусть стоят. Лен, виноградовник, да? Виноградовик, да. Ой, какой он тоже, я знаю, что у него такая красивая ягода, да? Мгм. Такая синяя с какими-то... Бирюзовый. Да, Прям как бусинки такие. Очень вот красиво. такой красивый. И вот этот клен Катя повезет тоже к себе домой. Шоколадный. Вот этот вот красавчик с Поедет. вот таким вот листом. И вот у него уже, смотрите, крылатки. Вот кто смотрел мультик «Душа», это вот я всегда говорю, мой тотемный мультик, когда вот эта крылатка летит, вот эти лучи солнца, как это красиво вообще, как это классно. Ой, вступила в люк. Красавец, вообще клены обожаю, японские. И я думаю, что это, наверное, Crimson Century Я или не что-то вот знаю. из таких, или этот... Ну, какой-то крупный. без Кстати, друзья, названия. да, он без названия. Кто может вот подсказать вдруг по листу, напишите нам, потому что я тоже еще не вникала. Ну, красивый клен, красивый. Очень найдет свое место в моем саду. Надеюсь. Уже многие тоже растут у меня в контейнерах. Скоро появится контейнерный сад. Дождь прямо не дает нам вот спокойно Погулять. Да, погулять посмотреть. по саду. Всего очень много. Можно ходить с часами. Я как говорю, или любоваться. днями. Да. Всего много. Кто-то Вот. скажет понатыкано. Я и сама это понимаю. Ну, не могу. Все хочется. Жалко избавиться от чего-то. Блин, сады коллекционеров, они вот Да, всегда такие. сад они всегда- коллекционный. Да, коллекционный сад. Это не любитель, это не ландшафтный какой-то дизайн здесь. Это Это все собираем коллекцию. душевный, Коллекция одного, любимый. коллекция другого. Я понимаю, это вот я сама такая, я буду любоваться каждым. Я знаю где-то, я бывает зависла где-то в какой-то части сада и сфокусировалась на каких-то вот этих растениях. И я вижу их, я знаю, что они у меня есть. Душу это мне греет в этот момент очень сильно. Бывает тоже так, вот гляну, там я сейчас вот уберу, Нет. через 2 дня опять насажала. Да. Да, оно никак, невозможно от всего избавиться. Все хочется. Растения новые появляются каждый день. Ходишь, что-то... Да. Ой, что-то покупаешь. Ну Ой, какая куда-то. это красота, все равно. Какое Это отдушина. отдушина, да. Это класс. Ну что делать? Кому не нравится винегрет, ну можно вырастить газон. Вот правильно. Да. Одно посадить дерево, на да, него. в центре. Одну розочку. Да. И любоваться. И любоваться. Но это не наш путь с вами. Нет. Не наш. Нам надо много цветов. И разных. Да. И любить их, и ухаживать, и радоваться им. С утра и до ночи. Да. И, кстати, друзья, вот хотели, забыли, и вот аж вернулись, вспомнили показать вам молочай. Помните, мне Лена присылала, я вам показывала молочай, я вам вот так отгинала веточку, и все листики оказывались в очередном порядке, вот в таком. Такое интересное у него, видимо, строение. Вот если отсюда смотреть, то они совпадают. Вот смотрите, и Лена говорит нам, что Да. это еще малыш. Это малыш. Вот смотрите, вот такая какой. колонна зимой и летом. Он не обмерзает. Yeah. Он стоит, и он растет вверх. И я не знаю, до каких пор он может дорасти. Сейчас он цветет. Вот такие цветочки. Ага. Потом он завязывает вот такие ягодки Шарики. или семена, шарики. Как это назвать правильно?
И вот Вообще. такая колонна шикарная стоит. Прямо классный. Листья он на зиму не сбрасывает. Вы видите, лист прям с белыми полосочками. Так у него посередине, ствол, да. как у дерева. И ствол красный. Мгм. Красавец. Этому сколько, Лен? Год? Год. Вот Год смотрите, за год он с маленького вырастает за год. Вот в Что такой будет вот дальше, не знаю, эксперимент шикарный куст. шикарный. Кстати, вот эти семена, они, все говорят, легко посеять. Нет, нелегко. Это очень редко, когда созреет вот это семечко и потом прорастет. Классный молочай. И вот с такого семечка может вырасти вот такой шикарный куст. Я сохранила, оба выжили, несмотря на то, что мы их тогда, помните, Лена присылала первую посылку, уже морозы первые Да, начинались. И вот я 2 посадила малыша, и они пережили эту зиму. Они не сейчас боятся уже мороз красавцы, абсолютно. да, очень красивые. Ну что, друзья, на этой прекраснейшей ноте мы с вами, с Леной, прощаемся. Потому что нам еще ехать далеко домой. Да. И путешествие наше прям вот удалось. Вот родная Несмотря душа, на встретились. дождь. Да, с удовольствием прогулялись вот по этому прекрасному Лениному саду. Получили вот этот заряд. Надеемся, что мы его вам передали. Напишите в комментариях, как вам эта рубрика, вообще интересен вам этот формат. Хотите ли вы видеть наши вот сады, которые мы сами создаем, Хотим. Я думаю, все хотят. Потому что ходить в гости это так интересно. Так здорово. Особенно, когда это здорово. другие города или регионы. Пишите нам. И, может быть, в следующий раз мы встретимся в вашем саду. Всем пока. Всем пока.